Будешь ты работать, будешь ты стараться. Даст тебе начальник за банан свой подержаться. Всем здорово, с вами Миша Выплюшка, это канал бывшего осужденного. Сегодня расскажу вам, сколько зарабатывают на зоне зэки. Я сам работал, было дело. Вот. Если кто вдруг не знает, я просидел 12 лет почти в общей сложности, 4 сроками. Начал свой, скажем так, путь по кривой дорожке с ранних лет. Малолетка, общий режим, строгий, ну и там так далее. Все это вы можете посмотреть и узнать на моем канале. Сейчас я веду нормальный, честный образ жизни. Здесь на канале просто мои воспоминания и не более того. Видео несет никакой пропаганды, агитации, бла-бла-бла, ОГРН, номер такой-то. Итак, погнали. Перед просмотром лайк, подписка, все дела, коммент. ВК, Инстаграм, все в описании найдете. Смотрите, короче, там много чего интересного есть. Начнем. Сегодня не будем говорить о том, сколько зарабатывают зэки, которые там, алло, здравствуйте, Сбербанк и так далее. Много есть вариантов, как разводят зэки из тюрьмы людей. Звонят там, начиная от таких старых тем, как вот, знаете, там смс-ка, мама, у меня проблемы там и так далее, там пришли там на эту сумму, ой, на этот номер такую-то сумму и заканчивают этим вот Сбербанком онлайн, возврат документов. У меня полно роликов на эту тему, на самом деле, можете посмотреть. Вот. Сегодня поговорим о том, вот именно сколько зарабатывают зэки, трудоустроенные в зоне, которые вот работа предоставляется администрации. Да? Угу. С чего бы начать? Есть много вариантов, там, то есть, ну, куда пойти работать в зоне. То есть, в принципе, не составляет труда устроиться на работу. Пилорама. Всякие ширпотреб, это вот нарды, четки, что еще там делать, ну вот эту вот всякую тюремную канифолию, которая у меня вот тоже полдома, и, наверное, у кого-то тоже есть. Вот. Чаще всего самые большие производственные цеха сейчас в зонах это швейные. Вот. Люди обращаются с воли, и, ну, я сам работал на швейке, сейчас расскажу. И там шьется ментовская одежда, если вы не в курсе, если вы не знали, то вся форма, которая пошита, ну, как минимум, сотрудникам полиции по всей России, она сшита вся в зонах. Также вся форма ФСИН, это точно, потому что я сам лично ее шил. Роба зэковская тоже, полосатая, вот. Рукой ломал доски, тискал соски. Тоже шьется там, ну и военка всякая, знаете, там для охотников, вот это вот, короче, камуфляжная вся канитель, все, берется там заказ, там вольное какое-то предприятие, и в зонах зэки, короче, шьют. Вот, работал я тоже на швейке, сейчас скажу, каким сроком, это был мой 3-й срок, вот, и я работал на Пскове, на строгом режиме, в общем, на швейке. Я абсолютно не умел шить. Там не обучают, там просто как бы хочешь, идешь, и там, ну, я научился шить, грубо говоря, где-то, ну, вот чтобы нормально, прям, ну, более-менее, где-то недели за 2. Вот. Почему я туда пошел? Дело в том, что, как бы, это единственная работа такая непыльная в зоне, на которой я, в принципе, был готов. Вот. А нужна она была мне для того, чтобы освободиться пораньше, поудо. Зарплата, там ее не платили. Вот. То есть, это работа, то есть, ты сидишь, и мне было как-то интересно, там можно было, кстати, подколымить, например, там что-то кому-то перешить. Вот роба, она сама по себе, которая выдается зэкам, она такая мешковитая вся, то есть, не по размеру, там, короче, как еблана такого тебя одевают. Вот. И, ну, кто хочет, кому пофигу, как бы, ходит так. Кто хочет выглядеть нормально, тот как бы обращается, и там, грубо говоря, там 2-3 пачки сигарет стоит у типа, который работает на швейке, не знаю, швей, швея, там, кто как называет, то есть перешить, да, там, ну, худо-бедно как-то всегда так заработаешь. Вот. Зарплата, ее там, короче, не платили. Сейчас скажу, в Рязани, когда вот работал, в Рязани я не работал, сидел 2-м сроком, 1-м сроком тоже я не работал, но я помню, что в Рязани пацаны получали, кто работал на швейке, 500 рублей в месяц. Вот. И, по-моему, все остальные... Короче, такая вот была зарплата у всех. Дальше. Когда я работал на швейке, то есть я получал там 150 рублей, короче, в месяц. Было такое, что даже человек, я помню, получил минус. То есть он получил зарплату минус 50 рублей. То есть он вот получил квиток, в которому зарплата, и он там остался должен. Объясняю, почему это произошло. Дело в том, что если ты не работаешь в зоне, с тебя никто ничего не вычитает. Вообще ничего. То есть ты просто сидишь и все.
Но если ты работаешь, когда ты получаешь квиток о зарплате, в нем написано: горячая вода, столько-то вычислено, холодная вода, роба, которую тебе дали, что-то еще, короче, там какие-то там коммунальные услуги, там, не знаю. Короче, вот, ну, зэков, кто работает, это вычитают. Понятное дело, что как бы, ну, по факту, знаете, как происходит? Тебе начисляют зарплату 7 тысяч рублей, и ты получаешь 500. А вот это все идет, короче, за минусом, за вычетом, чтобы как бы, ну, так вот, все нормально, мы с тебя вышли, как бы, извини. Кто-то иск платит еще потерпевшим, короче, за вот это вот, ну, если иск есть, то много вычитать не будут с тебя. Как бы за воду, за еще что-то, за проживание, за питание. То есть еще работаешь и платишь. Ну, и смотрите, работаешь, сидишь в тюрьме, работаешь на производстве, а деньги, которые ты получаешь, платишь за то, что ты сидишь. Представляете, какая канитель? Нормальная фигня? Если да, то напишите свое мнение в комментариях обязательно. Вот. И не забывайте подписываться на мои другие каналы, тоже ссылочка в описании. Итак, в общем, потом сейчас стали платить больше, потому как, видимо, зэки, может, стали жаловаться, там, я не знаю, что-то еще. Вот. Получилось как? Я не говорю, что те, кто работает на должности, об этом мы сейчас поговорим, да, за красных так называемых. То есть те, кто работает на производстве. Вот последний раз, когда я отбывал наказание, это был Архангельск, ИК-1, тоже строгий режим. Там зарплата была где-то 2500-3 тысячи в месяц. Те, кто работал в 2 смены на каких-то нормальных таких производствах, типа там делали у нас вагончики, вот эти вот бытовки там для проживания, какие-то беседки, еще что-то. Вот. Те получали, кто в 2 смены работал, получали в районе 5. Бригадиры этих цехов получали 1000 по 7, а то и по 10. Вот так. А это уже что-то. То есть, ну, кто в 2 смены пахал, получал пятак. В принципе, знаете как? Сигареты всегда можно на промке замутить, на промзоне. Вот. Объясню сейчас. Вот мы потихонечку подойдем к тому, зачем тогда люди там за этой копейки работают. Вот. Кто-то же за 500 рублей же раньше работал, да? Кто-то вообще за бесплатно. Короче, сигареты всегда можно на промке намутить. То есть, если ты работаешь на какой-нибудь там, не знаю, там, ну, какие-то там железки, я не помню, как называется, например, там, кузнец, да, ты? То есть тебе подошли, там, заказали заточку. Ты сделал, вот тебе там пару пачек сигарет. Работаешь на швейке, перешил, получил. Работаешь там, делаешь нарды, сделал, четкие нарды, получил. Вот. По морде пару раз. Вот. Блатных. Может и такое быть, кстати. Вот. То есть, ну, шевельнешь сюда полян, то есть на промке очень много движухи, там как бы сюда можно там что-то все там сообразить. Вот. А вот эта зарплата, ее в основном тратят там, знаете, ну вот последним сроком я сделал, ее тратили в основном на сигареты и сахар, потому как на промке все бухали. Менты, сейчас мы плавно подходим к чему? К тому, вот зачем все-таки люди идут туда работать. То есть покупали в основном сигареты и сахар, но сигарет там все равно сколько зэкам не дай, они могут курить, блядь, не знаю, вот им мешок, фуру, не знаю, поезд, состав, поставь с сигаретами, они его выкурят, прям подожгут и будут курить прям этот вагон. Вот. И, то есть, поэтому сигареты всегда покупают, сигареты там реально до сих пор валюта, действительно. Вот. То есть, постричься, сходишь в парикмахерскую, пачка сигарет. Вот. Иначе, ну, нет, тогда только по уставу, на лысо. А если хочешь нормально стричься, там, под полубокс, пачка сигарет. Вот. Постирать вещи какие-то там, отдать в прачку, чтобы тебе там все хорошо постирали с душистым порошком, пачка сигарет. Вот так это работает. Вот. А сахар брали, чтобы, короче, бухать, потому как менты закрывали глаза на тех, кто работает. Вот им были поблажки. И большинство для этого в первую очередь шли туда. Смотрите, какие плюсы. То есть поблажки от ментов. То есть на промке мало шмонов. Промзона, это вот, смотрите, вот есть вот лагерь, да, вот зона, где сидят зэки. Вот, в общем, там жилая зона, где те, кто не работает, и те, кто работает, но приходят туда в основном только спать. КПП, вахта. И такого же размера промзона промышленная, там всякие цеха. То есть, если ты не работаешь, ты туда просто так не пройдешь. Вот. То есть, это называется промка. И на промке, короче, мало шмонов, потому что там, ну, все понимают, как бы, что там есть что-то запрещенное, но так как мужики несут пользу для администрации, администрация зарабатывает на них бабки, в том числе хозяин, в большей степени хозяин зарабатывает бабки, в общем, ну, все, они стараются их там особо не кантовать. Один из плюсов. Второй. Ну, это если у тебя, короче, никого нет, естественно, ты пошел, ну, как бы вышел на работу, ты там все это как-то худо-бедно будешь жить.
Вот. Это второй момент. Третий момент, естественно, то, что время быстрее идет. Вот. Но, допустим, если как бы зона такая черная, там и так. Вот у меня лично последним сроком и так время прошло нормально. Я постоянно сидел в телефоне, ходил, занимался спортом, смотрели там кино, играли в приставку. Короче, мне это как бы и так вот было нормально. Но, в принципе, когда работаешь, нормально, время нормально идет. Относительно быстро. И последний момент, самый главный, наверное, четвертый. Там еще есть один подпункт такой, звездочкой помеченный, мы сейчас к нему вернемся. Вот. Четвертый момент – это условно-досрочное освобождение. Главным критерием при рассмотрении дела зэка, когда его там хотят отпустить, вернее, когда он хочет пораньше освободиться, его не то, что хотят отпустить, его вызывают там такие: мы тебя хотим отпустить. Да? Нет, конечно, такого не бывает. То есть человек должен это заслужить, и главным критерием был, чтобы он был трудоустроен и были поощрения. Поощрение можно получить двумя способами: купить или заработать на работе. Вот. И, то есть, идут туда по этим причинам. А денег там не платят ни хрена. Это сейчас вот худо-бедно что-то начали платить. Раньше там не платили ничего. Вот. И, опять же, вернемся к этой ремарочке, которую не сказал. Кормят лучше. В большинстве зон есть вторая норма, так называемая. То есть, в столовой кормят всю массу зэков. То есть, баландой, да? Вот окошко есть. Первая норма для всех. А есть вторая норма для работяг, кто работает. И там такой, рацион по сисясти, скажем. То есть, если обычный зэк, который не работает, жрет кашу перловой, например, с этими чопиками. Чопики — это соя такие вот. Плюшки, сои. Вот. То на второй норме дают картошку пюре, допустим, хоть и потасу, но поджаренной рыбешкой одной. Капусточки, салатик чуть-чуть. То есть, вот так вот. Это опять же тоже мотивирует людей все-таки ходить на работу. В принципе, мне кажется, плюсов работать в зоне гораздо больше, чем не работать. Кому как, опять же. Кстати, встречал там людей таких, которые, на свободе их работать хрен вообще заставишь. Туда они попадают, они прям в 2 смены вообще, не вынимая из рук этот молоток или чем они грабли, что делают. Вот. Работают постоянно. На свободе их не заставишь. Чего вы так на свободе не работали? Непонятно. Так. И теперь давайте. Это мы поговорили про мужиков, да? Сколько зарабатывают должностные? Должностные — это завхозы, дневальные, бригадиры, комендант. Всякие нарядчики, и так далее. То есть, дневальные, как правило, получают маленькую зарплату. Завхоз получает где-то в районе 5000 рублей. Вот. Я когда работал, я получал 1500. Это было как раз-таки в Рязани. Вот. В Рязани на швейке получали 500 рублей в месяц, завхоз получал 1500. Дневальный ничего не получал. Вот. Кроме этих лещей поджаренных по башке. Сейчас зарплата, да, где-то в районе 5000. Вот. У дневального что-то там тоже 1500. Кто работает в столовке, где-то тоже так же. Завхоз, повара тоже получают 1500. Они, я думаю, на еду ничего не тратят. Они сигареты покупают все. Вот. Потому что жатва вся есть, она в столовке. Вот. Больше всего получал комендант. Я, насколько знаю, в Архангельске, в зоне, это самый главный, активист, самый главный козел, вязаный, шерстяной, как вам больше нравится. Самый главный, который он над всеми завхозами, он по промке, он самый с хозяином, с начальником зоны, главный к нему, из зэков, допустимый чувак. Вот. Он получал 12 000 в Архангельске, насколько я знаю, официально. Плюс еще сколько он мутил, это отдельный разговор. Мы сейчас говорим именно о зарплатах, сколько платят. Что еще, в принципе, вам рассказать? Даже больше и не знаю. Ни хрена не платят, но я думаю, вы уловили связь, для чего идут работать там. Вроде все сказал. Не знаю. Если что-то забыл, давайте мне напомните. Опять же, эти поощрения, которые там выдаются, и они тоже имеют, как вам сказать-то... человек идет на УДО, у него должны быть поощрения, которые он заработал на промзоне. И эти же поощрения, они не просто спасибо. То есть они поощрения в виде дополнительных свиданок, дополнительных передатчиков. Это все, опять же,
тоже плюсы того, что человек работает. То есть он там ходит не раз в 3 месяца на свиданку, а так как ему дополнительно дают там раз в 2 месяца с женой ходит. В общем, вот такие дела. Или там не раз в 4 месяца получает передачку, а раз в 2. Ну, вот как-то так это работает. Короче, менты создают условия для того, чтобы человек работал, справлялся, приносил им пользу. Они, естественно, на этом зарабатывают. То есть там зэки делают вообще все. Вы просто не знаете, сколько всего они делают. Они делают там, и вот в Рязани, например, на Стенькино делали, не знаю, сейчас есть или нет, рулевые рейки или колонки там для «Жигулей». Опять же, вот это вот шматье шьется. Какие-то там, на Мервина в Рязани делают детские площадки, вот там вот это производство. Какие-то нарды, еще там что-то. Короче, очень много чего делается в зонах. Вот такие дела. Поэтому администрация создает условия, чтобы зэки работали. Как-то так. Но это отнюдь не значит, что надо теперь на заработки ехать именно туда. Нет. Тюрьма — это ужасное место. Делать там абсолютно нечего. Я был бы счастлив не знать всего этого. Но вот так случилось, что пришлось пройти мне такой путь. Но я не огорчаюсь, скажем так, на свою судьбу. Бывает гораздо и хуже. Ну что, лайкос, надеюсь, заслужил. Да? Они, кстати, бесплатные, я с Ютубом договорился. Минус 50 рублей, как на Швейке, никто не получит за то, что поставить лайк. Коммент, подписка, что еще? Не забудьте заглянуть в описание, как я сказал. Что еще? И огромное спасибо всем спонсорам канала, вы мне очень продвигаете по Ютубу, действительно, спасибо. Тройное вам. Гип-гип, ура. Давайте, предлагайте темки. Залетайте в ВК, Инстаграм, в Телеграм. Короче, все там же, где я и сказал. С вами был Миша Выплюшка. Давайте, берегите себя. Увидимся.